Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. Юля и Катя поступили в медицинский, как и мечтали. Родители Кати сняли ей квартиру, и она уговорила Юлю жить с ней. Юле было неудобно, она собиралась жить в общежитии, но Катя настояла. После того осеннего бала в школе они были не разлей вода. Вот только на очном обучении Юля не могла учиться. Ей надо было помогать матери. Поэтому она поступила на заочное, на медсестру. Катя мечтала стать хирургом. Она разрывалась между своей мечтой и чтобы поддержать Юлю. На хирурга заочно не выучиться. Но, подумав, она решила поддержать подругу. Тем более, сестринское дело дает опыт, и никто ей не помешает потом идти учиться дальше на врача. И она рассказала о своих мыслях подруге. «Кать, ну ты с ума сошла? Хочешь еще сказать, что и работать вместе со мной пойдешь?» «А почему бы и нет? Не сидеть ведь на шее родителей всю жизнь», — весело ответила она. Недалеко от их квартиры находилась больница. В травматологическом отделении требовались санитарки. Вот с этого и начали девочки. Тем более опыт такой работы у них уже был. Рядом находилось отделение хирургии, куда девочки тоже ходили помогать. Так шли дни и недели. Сессии девочки сдавали хорошо и жили дружно. На каникулы ездили в свой поселок. Они привозили гостинцы брату Юли, Мише, и рассказывали про большой город, что когда он немного подрастет, то возьмут его к себе в гости. Так пролетели 2 года. Настало время практики. Обеих девочек взяли на практику в больницу, где они работали. За это время они ко многому привыкли и многое видели. Они всегда наблюдали за работой медсестер и врачей, спрашивали их в свободное время. Интерес девочек нравился врачам и медсестрам, и они были рады видеть их на практике у себя. Сегодня был тяжелый день, было много новых больных, а тут сказали, что случилась крупная авария, и нескольких пострадавших везут к ним. Катя увидела, как привезли женщину. Она была еще совсем молодая, а позади бежал мужчина. Он кричал, что он ее любит, и она должна выкарабкаться. Практически сразу ее увезли в операционную, а он так и остался в коридоре. Сидел, обхватив голову руками, и практически не шевелился. Смена Кати закончилась, и она сидела и ждала Юлю, чтобы вместе пойти домой. Они никогда не ходили поодиночке. Так безопаснее и веселее. Тем более всегда надо зайти то в магазин, то в аптеку. Она сидела и смотрела на мужчину. Не выдержав, присела рядом. «У нас очень хорошие врачи. Они сделают все, чтобы помочь вашей любимой. Она моя жена, моя жизнь, моя Люба. Это я виноват в аварии. Я не успел отреагировать, и мы врезались в уже попавшие в аварию автомобили. Не надо себя винить. Успокойтесь, вы совсем справитесь». Она никогда не давала обещания, что человек выздоровеет, так как не могла это гарантировать. Но успокоить и сказать правду о том, что у них замечательные врачи, она могла. Через некоторое время Катя увидела направляющегося к ним врача. «Здравствуйте, пройдемте в кабинет», — сказал хирург. Мужчина встал и ушел с доктором. «Кать, что сидишь, грустишь? Идем домой?» «Ой, Юль, пошли. Такой тяжелый день сегодня был». «Это да. Давай купим что-то из готовой еды. Сил совсем не осталось». «Согласна, подружка». Весь вечер у Кати из головы не выходил этот мужчина. «Юль, он так за ней бежал. Вот так выглядит настоящая любовь. Мы с тобой тоже встретим именно таких парней». «Конечно, Кать. Вот только сначала выучимся». На следующий день Катя узнала, что ту женщину прооперировали, и она находится в палате, которая закреплена за ней. «Здравствуйте», – тихо сказала Катя, войдя в палату. «Я ваша медсестра. Вам что-нибудь нужно?» «Пить», – тихо сказала женщина. Катя подала воды и присмотрелась.
На кровати лежала девушка лет 30. Видимо, вчера из-за огромного количества крови и гематом ей показалось, что она старше. «Спасибо. А Сергей не приходил?» «Сергей, это ваш муж?» Девушка кивнула. «Я только заступила на смену, но не видела его. Он вчера долго сидел в коридоре, а потом ушел с врачом. Он вас любит и обязательно придет. Но за весь день Катя его так и не увидела. Только вечером увидела, как он выходит из кабинета врача, а тот смотрит на него осуждающе. Он подошел к Кате. «Вот, передайте моей жене». И он сунул в руку Кате записку. «А может, вы зайдете? Она вас давно ждет». «Нет», — бросил он и поспешил к выходу. Катя развернула записку. «Прости, но мне не нужна жена-инвалид. На развод подам сам». Как так? Ведь он вчера так убивался, винил себя, а сегодня бросает, да еще и таким способом. Катя не могла передать это пациентке. Той нужен покой, а это явно не будет ему способствовать. Заглянув в палату перед уходом, она сказала: «Звонил ваш муж. Сказал, не сможет прийти на этой неделе. Узнавал про ваше самочувствие. У него там на работе что-то случилось, и ему надо уехать из города». Кате казалось, что Люба ее раскусила, но вида не подала. Девочки приносили гостинцы Любе и как могли подбадривали. Тему про мужа обходили стороной. Через неделю врач вынес вердикт, что Любе нужна дорогостоящая операция, чтобы встать на ноги. К ним в город как раз приезжает именитый московский хирург и сможет провести операцию у них в больнице. Врач все согласовал с ним, и оставалось только согласие пациента и оплата. Катя тихонько спросила: «А у вас есть такие деньги?» «Да, милая, у меня хороший бизнес. Заправляет им сейчас супруг, но такую сумму можно будет выдернуть без сильного ущерба. Немного потом прижмемся. Но я ему звонила, и он не берет трубку. Может, он занят?» «Возможно. Поэтому я написала ему сообщение. Тянуть с деньгами нельзя, иначе мы упустим возможность». Вечером девочки сидели дома и рассуждали. «Юль, понимаешь, он не даст денег. Он, скорее всего, уже и весь бизнес прибрал к рукам. Видимо, решил, что так будет проще, и поэтому передал через меня записку, а она не сможет встать на ноги без операции. Кать, может, попробуем клич в интернете кинуть?» «Юль, нет времени, счет идет на дни, и у нас максимум 2 дня». И она приуныла. «Хотя есть у меня идея. Сможешь завтра меня подменить на работе? У нас как раз смены разные, а я поеду домой». «Конечно, смогу». «Юль, тебе будет тяжело, но если все получится, то мы спасем человека». Утром они позвонили на работу и обо всем договорились. Катя села в такси и помчала домой. Не было времени ждать рейсового автобуса. Когда она зашла домой, то бабушка была очень удивлена. Ольга Викторовна сегодня не ждала гостей. «Катюш, что ж ты так без предупреждения? Я ведь даже ничего не приготовила». «Бабуль, а родители дома?» «Нет, они будут завтра. Что-то случилось?» «Да, но не у меня. Пойдем на кухню, и за чашкой чая я тебе все расскажу». Так они и сделали. Вот теперь понимаешь, бабуль, если мы ей не поможем, то она не встанет на ноги, а этот, которого она называет мужем, захватит бизнес и будет где-то отдыхать. Но так ведь нельзя. Я знаю, что вы откладывали мне на свадьбу. До нее еще далеко. Да и я сама зарабатываю немного. Давай возьмем оттуда деньги». Ольга Викторовна сидела и смахивала слезы. Слезы были от того, что жалко девушку, и еще от того, что в очередной раз она убедилась, как правильно и хорошо воспитала внучку. «Я сейчас позвоню твоим родителям. Думаю, они не будут против». Спустя час Катя садилась в такси, крепко держа сумку с нужной суммой. Благо бабушка всегда настаивала, что нельзя все деньги хранить в банке,
и часть была дома в сейфе. Примчавшись в больницу, Катя направилась к врачу. У него она узнала, как оплатить операцию, и попросила до операции не говорить пациентке, кто оплатил. Через 3 дня операция у Любы прошла успешно. Открыв глаза, она увидела у кровати девушек. «У вас все хорошо. Операция прошла успешно», — быстро отрапортовали они. «А теперь вы мне скажете, откуда деньги?» Еле шевеля губами спросила Люба. «Не волнуйтесь, все эти вопросы потом обговорим, а теперь отдыхайте». Через несколько дней, когда Люба чувствовала себя хорошо, у нее с Катей состоялся серьезный разговор. Катя показала ей записку от Сергея. «Понимаете, я не могла поступить по-другому. Не волнуйтесь, деньги отдавать не надо. Это была часть денег мне на свадьбу. А у меня не то что жениха, парня еще нет. И знаете, мне звонил мой папа, и у него возникла идея, как можно проучить вашего супруга. Если вы этого хотите, я вам все расскажу и помогу». Люба улыбнулась. «Рассказывай. Конечно, хочу». Через неделю Катя позвонила Сергею. «Здравствуйте, Сергей. Не знаю, помните ли вы меня, но я медсестра из больницы, где лежала ваша жена». Он уже хотел перебить ее и сказать, что ему неинтересно, но Катя не дала это сделать. «Понимаете, так получилось, что ваша супруга умерла. Нам очень жаль и приносим вам свои соболезнования. Так как вы указаны в медкарте, то просим вас прийти и подписать бумаги. Еще перед смертью она вызывала адвоката, и так как вы еще не в разводе, то оформила дарственную на вас на все имущество и бизнес, чтобы потом не пришлось все оформлять по завещанию. Так вот, сегодня приехал ее адвокат, и если приедете, то подпишите медицинские документы и заодно у него. А то он говорит, что потом уезжает на месяц, за границу». Услышав такие новости, Сергей приехал в больницу уже через полчаса. Он, конечно, уже давно переоформил бизнес на себя. Супруга не знала и даже не заметила, как он это провернул. А вот за недвижимость могли побороться еще претенденты на наследство, а он хотел оставить дом и машины себе. Зайдя в палату, он увидел бледную жену, лежащую без движения. Он глянул на нее только мельком и сразу перевел взгляд на мужчину в солидном костюме. «Какие бумаги надо подписать?» — сухо спросил он. Адвокат подошел и протянул стопку бумаг на планшете. Сергей, не глядя, поставил свои подписи и радостно спросил: «Больше от меня ничего не нужно?» И, не дождавшись ответа, уже развернулся, чтобы уйти. «Нет, милый, больше ничего не нужно. И больше у тебя ничего нет». Он медленно повернулся обратно. «Как? Ты же умерла». «Как видишь, нет». И, откинув покрывало, встала на ноги. Ей еще это было тяжело, но она это сделала хоть на секунду, а потом присела на кровать. «Но мне же сказали...» «Тебе хоть сказали, а мне только записку передал». «Я рада, что так случилось. Кстати, теперь мы с тобой не муж и жена. Там были документы о разводе. А еще ты вернул мне мой бизнес обратно и не претендуешь ни на какое имущество, движимое или нет. Хотя и так-то оно все куплено на мои деньги. Ты за год совместной жизни и ложки не купил». Он стоял и ничего не мог сказать. Тут в палату зашла молоденькая, ярко накрашенная девушка. «Котик, ты еще долго?» «Ну что стоишь, Сергей? Иди к своей кошечке. Только не забудь ей рассказать, что ты теперь нищий. Ключи от машины и дома оставь. Вещи заберешь при моем адвокате». Он ушел, а Люба выдохнула. Теперь у нее текли слезы, и это были слезы облегчения. Катя помогла ей прилечь обратно. «Ох, Катенька, и что бы я без тебя делала? Спасибо тебе и Юле. Я, как выйду отсюда, все вам верну сполна. И не отмахивайся. Благодаря вам я на ногах.
со всем своим имуществом и силами идти вперед. Вечером Катя и Юля купили тортик. «Ох, Юлька, мы сделали доброе дело!» «Ага, а сколько их еще впереди?» «Думаю, много», — ответила Катя и подмигнула. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.